Здравствуйте, уважаемые леди и джентльмены! Добро пожаловать на канал Десять Леша и сегодняшний выпуск об ароматах. Не так давно коллеги из виски-клуба Double Drum, который находится в Москве, приглашали в своем инстаграме на дегустацию рома Закапа. Это уличная дегустация, более того, уличные дегустации ребята проводят регулярно и, приглашая на эти дегустации, выкладывают свои приглашения в инстаграме, делают рассылки, и у меня постоянно возникает вопрос, а не влияет ли дегустация, точнее атмосфера уличной дегустации на ее ход, на что ребята мне ответили в инстаграме, когда я наконец осмелился задать этот вопрос. Нет, улица никак не влияет на дегустацию, и я решил проверить, провести естественный эксперимент, потому что вопрос действительно интересный, и провел дегустацию двух напитков, это ром Mount Gay и виски Balvenie Double Wood в 4 разных стихиях. Сейчас мы продегустируем два этих напитка у меня дома и далее переместимся в следующие стихии. Поехали! Итак, я готов. Кстати, большое спасибо за помощь в поиске этих бутылочек Жене, который ведет канал Женя Пьет. Подписывайтесь. Давайте расскажу, что у меня получилось. Balvenie Double Wood. Аромат насыщенный, древесно-парфюмерный, фруктовый, цветы, ваниль, цитрусы. Вкус водянистый, фруктово-спиртуозный, кислинка лимона, специи, имбирь. Послевкусие более-менее ровное, спокойное, древесное. Оценка 82. Ром Mount Gay. Аромат колокольчик, растворитель, цитрусы, клей-момент. Вкус водянистый, сладко-кислый, колокольчик, клей-момент и цитрусы. Все, что шло из аромата, идет во вкус. Просто мы еще чувствуем сладость и кислинку. Послевкусие самое противное. Оценка 63. Итак, давайте перенесемся в следующую стихию и отправимся в степь. Степь. Открываем при вас. Balvenie. Черт. Кстати, в степи очень много мусора и просто удручающе много, и поэтому большая просьба, забирайте мусор с собой, друзья, и если едете на природу, в степь, в лес, берите с собой какой-нибудь мешок и захватите чей-нибудь мусор. Аромат: мед, луговые цветы, ванилька, перечность, лимонность, цитрусы, довольно насыщенный, тонинный. Может быть, какие-то тропические фрукты, выпечка, курабье, вкус, горечь, сладость, мед, какая-то ягода типа шиповника. Ветер приносит какую-то тухлятину, где-то коровка, может быть, умерла или что-то такое. И этот аромат, отражаясь в бокале с Balvenie, дает ароматику какой-то скумбрии, какой-то рыбки. Вкус горько-сладкий, солоноватый, слегка маслянистый, чуть-чуть травянистый, сильно древесный, послевкусие очень древесное, тонинное, выраженное. Итого 83. Ром. Держись, капитан, нас носит шторм. Нас несет прямо на рифы. Я должен закончить дегустацию, моряк. Аромат: мускатный орех, лакрица, ваниль, ацетон, полироль, лаки, краски. Вкус: водянистый, лаковый, сладковатый, горьковатый, очень бедный, скудный. Послевкусие: лаковое, горьковатое. Аромат в бокале дает какой-то что-то такое вот ускользающее, что-то, какая-то травка, может быть, в вискариуме.
Очень бедный ром, но питкий. Питкий. Mount Gay. Такой пустоватый, но вполне питкий. Он не сказать даже, что коктейльный, да можно и коктейльный. Ничего. Но сидеть с ним не насидишься. Оценка 70. Город. Так. Болвени, 12 лет. Аромат. Арахисовое масло. Сладость. Растворитель. Фрукты. Тонинность. Крем-брюле. В вискариуме дюшес и танины. Вкус. Горько-сладкий. Простой. Ваниль. Фруктов совсем немного. Очень деревянный. Слабо фруктовый довольно. Сливочный. Послевкусие простое, древесное. Оценка 82. Mount Gay ром. Аромат. Полироль, лаки, краски, лимонад-колокольчик, в вискариуме, лимонад-колокольчик, лаки, ничего не меняется. Вкус. Колокольчик, лаки, сладость, сахарного тростника, немного древесности, послевкусие древесно-лаковое, все крайне простое, ужасно противное, не будет этот ром меняться в бокале у вас никогда. В общем, он простой, как 3 рубля. Не знаю, что с ним сделать. Оценка 66. Лес. Кругом дубы-колдуны. Все тот же Balvenie Doublewood. И все тот же ром Mount Gay. Или Mount Gay, если хотите. Balvenie аромат. Цитрусы, солодовость, бражность, фрукты, садовые фрукты, сливочность, сливочная карамель, сладость, древесность, дубовость, вкус. Горький, сладко-кислый, сладость где-то 5-6 из 10, солоноватость, фрукты те же самые, сливочность, мед, цитрусы, послевкусие древесное, легкое. Не сказал бы, что лесные ароматы как-то влияют в данном случае на содержимое моего бокала, но оно кажется свежее, что ли, чем в городе, по крайней мере. Как будто более свежее, такой свежий морозный воздух, может быть. Давайте еще глоточек выпьем за Дэвида Стюарта, мастера блендера Balvenie. Есть некоторая, кстати, парфюмерность легкая во втором глотке. И больше древесность чувствуется. Прекрасно. Аромат Mount Gay. Все тот же колокольчик, клей-момент. Ну, пентафталь, не пентафталь, но какие-то растворители. Кислота какая-то может быть. Ну, давайте за мастера блендера Mount Gay рома на Барбадосе Трудиан Бренке. Девушка, кстати. Угу. А мне вот нравится сейчас вкус. Вот там он совсем был противный, а в лесу он такой приятный, сладкий, ровный, мягкий, с колокольчиком, с растворителем немножко, с кислинкой.
но без каких-то вот совсем неприятных мотивов. Может быть, настроение еще играет роль. Послевкусие легкое, древесное, кислинка, горечь. Давайте еще глоточек сделаем. Аромат, кстати говоря, менее яркий и менее противный. Тут больше колокольчика, больше сладости. А вот во втором глотке уже чувствуется больше противности. Но в целом все равно пить можно. Я бы вот не сказал уже, что вот я не знаю, с чем его пить. Да в принципе вот в лесу его можно пить. В степи пить было противно, в городе было противно, а в лесу очень даже неплохо. Да, наверное, в лесу все нормально пить. Телепортируемся в студию. Вот мы и в студии. В общем, вы сами все видели. Для себя я вывод сделал такой. Нас окружает множество ароматов. И при дегустации тот или иной посторонний аромат, отражаясь в бокале вашего напитка, либо добавляется к букету, либо трансформируется и превращается в еще какой-то аромат, и вы даже не заметите, как к вам в сарай залез волк. Проверьте мои слова. Налейте себе в бокал драм какого-нибудь ароматного выдержанного дистиллята и попробуйте его на нос, послушайте, когда, например, рядом варят пельмени, или жарят рыбу, или жарят картошку с луком, или, например, нарезают лимон, а то и вообще курят. На дегустации Old Pulteney, которые вы можете посмотреть здесь, в выпуск «Была ли трава зеленее», после дегустации Олег предложил нам кофе, и пока бариста варил кофе, комната наполнилась ароматами душистого кофе. И я решил, так сказать, послушать свой Old Pulteney еще разок. И вы не представляете, я почувствовал аромат в бокале лесного ореха. Я был в шоке, я вначале вообще не понял, что произошло. Таким образом, при дегустации избегайте каких-либо посторонних ароматов в помещении и учитывайте, в какой обстановке вы находитесь. Ведь любые посторонние ароматы будут обязательно влиять на ход вашей дегустации. Заглядывайте в мой магазин товаров и аксессуаров для любителей крепких, выдержанных и невыдержанных алкогольных напитков. Магазин Dram of Spirit, бокальчики, стаканчики, бутылочки, аксессуары. Итак, не пейте, а если пьете, то пейте только правильными глотками и только правильные дистилляты. Ваше здоровье! Наперевес со сладостью, так скажем, к нам пришла. Балвини был хорош. Ароматика прям улетает вместе с бутылками.